Всем привет, меня зовут Анастасия Семьина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня со мной гость Кент. Привет, Кент. Привет, Настя. Кент, расскажи, пожалуйста, немного о себе, откуда ты, почему ты сейчас в Петербурге? Ну, я приехал в Петербург, чтобы стажироваться в генконсульстве. Учился в Питере в прошлом году, и очень понравилось. А откуда ты? Я из Норвегии, Из какого города? из Осло, столицы. Расскажи, как так получилось, что ты, будучи в Норвегии, да, живя в Осло, как так получилось, что ты стал изучать русский язык? С чего все началось? Ну, я закончил бакалавр по политологии, и вместо того, чтобы сразу поступить на магистратуру, я поступил на новый бакалавр русского языка. Я хотел путешествовать, получить новый опыт и просто испытывать что-то новое. А почему к тебе пришло вот такое желание именно русский язык? Ну, из-за интереса, был большой интерес узнать больше о культуре, о жизни в России, какой там менталитет. То есть до того, как ты выбрал русский язык, ты еще не был в России? Нет, никогда не был. Очень интересно. А русский язык вообще популярен в Норвегии? Ну, я бы не сказал очень популярным. Он, 60 студентов изучает русский каждый год. Во всей стране или вот в вашем университете? Это, наверное, в Осло только. Ну, для маленькой страны, я думаю, что все равно это достаточно такой большой. Более популярный это немецкий, французский, испанский. Хорошо. И с какими сложностями или с трудностями ты столкнулся, когда ты стал изучать русский? Что для тебя было самым сложным в языке? Ну, прежде всего, есть падежи в русском языке. Это, конечно, сложно, потому что у нас нет падежей. Причастие, депричастие, ударение. Такие дела. Ну, за такой короткий срок я считаю, что ты очень хороших успехов добился. В чем главный секрет? Что для тебя было таким самым важным фактором практики? Может быть, ты сразу нашел в себе друзей, с которыми практиковать? Как так получилось, что ты так хорошо сейчас говоришь по-русски? Спасибо. Ну, по-моему, надо постоянно окружать себя языком, слушать речь, музыку, смотреть фильмы, сериалы. И просто постоянно разговаривать с русскими. Ну, ты начал постоянно разговаривать с русскими, когда вот только стал изучать, или... С самого начала, да. А где ты находил этих русских? Ну, на сайтах языковые. Типа Language Exchange, такие... Приложения по телефону, типа Тандем. Ты учил этого человека норвежскому, а он тебя русский. Или английский. Здорово. И какие у тебя планы на ближайшее время? Ты, насколько я знаю, скоро возвращаешься в Норвегию, да? Что ты будешь делать? К сожалению, уже пора домой поехать. 2 недели осталось в Питере, поэтому надо все посмотреть до того, как я уеду. Что ты еще не успел посмотреть? Ну, никогда не был в Новой Голландии, но все говорят, что там очень красиво. А где ты был и что тебе больше всего понравилось в Петербурге? Может быть, не в этот приезд, а и в прошлый тоже? Ну, в соборах очень красиво, и в Исаакиевском, и в Казанском соборе очень красиво, и просто гулять по городу очень красиво. А в Эрмитаже ты был? Конечно, 2 раза. Здорово. А какое твое самое любимое место в Петербурге? Ой, это сложно. Ну, в принципе, я просто люблю гулять по городу, потому что все посмотреть, здания, архитектуру. Понятно. Расскажи, пожалуйста, где ты еще был в России? В каких других городах ты был в России? Ну, я был в Москве, потому что я учился в летней школе в Москве. И также в Питере, конечно, а в Нижнем городе. В Нижнем Новгороде? Какие у тебя планы дальше с русским языком? Ведь ты вернешься в Норвегию, там будет уже меньше практики, чем здесь. Как ты планируешь поддерживать свой язык на должном уровне? Ты постоянно смотришь какие-то фильмы или что-то, или продолжаешь общаться с людьми? Какие планы? Ну, я, конечно, хочу продолжать общаться с русскими людьми постоянно. И, наверное, посмотрю фильмы, сериалы на русском.
И ну, просто посмотрим, как все получится. Хорошо. И какой ты дашь совет людям, которые только начинают изучать русский? Потому что очень многие сталкиваются с вот проблемой того, что есть падежи и роды, да, и им становится сложно вот именно перешагнуть этот барьер и не перестать изучать русский. Какую вот ты дашь, может быть, такую рекомендацию, чтобы оставалась всегда мотивация для такого сложного языка, как русский? Это сложно. Найти мотивацию, ну, это, конечно, зависит от человека. Ну, по-моему, для меня это была музыка. Через музыку. То есть русская музыка, современная. Современную. И какие твои любимые исполнители? Поделись, если не секрет. Ну, мне очень нравится Макс Корж, и Сплин нравится, и современные исполнители. А какие современные? Градусы, например, особо. То есть ты прямо брал их слова, да, из песен и переводил, и пытался запомнить, что значат эти все слова, и грамматику там находил, да? Ну да, легче запомнить, когда есть мелодия. Очень круто. Да, музыка тоже может быть классной мотивацией. Ну, спасибо большое тебе за это короткое интервью. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также находите меня в Инстаграме. Кстати, с кем-то мы познакомились именно благодаря Инстаграму Russian Language Secrets, так что я вас всех там тоже жду. Спасибо еще раз. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока.